Приветствуем вас, дорогие друзья. Это новый формат общения с вами, с нашими зрителями. Мы в прямом эфире. Я Алексей, это Меня зовут Георгий. Георгий. И мы готовы пообщаться с вами, отвечать на вопросы касаемо магии, обрядов. И сегодня новый формат общения. Вот давайте попробуем, что из этого получится. Мы трудимся для вас, стараемся. Вот. Сегодня пятница, 25 число, сентябрь 2020 год. Так что время 9 вечера. Пишите свои вопросы в чат, мы будем их читать, зачитывать, отвечать. Вот. И сегодняшняя тема основная – это приворот, как главная тема. И есть еще пару тем, на которые мы тоже будем в процессе сегодняшнего прямого эфира с вами разговаривать, общаться и обсуждать. Вот. Сегодняшний эфир отличается еще особенностью такой, что у нас будет розыгрыш. Розыгрыш приятный, сюрприз. В процессе все узнаете. Оставайтесь с нами. Слово Георгию. Да, добрый день, меня зовут Георгий. Какие у вас вопросы, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием вам ответим. Значит, сейчас бы большинство людей у меня спрашивают, интересуются это приворотом, вернуть любимого своего человека. А мы хотели поговорить прежде всего о привороте. Интересный случай, как делается в реалии работа, как сделать так, чтобы быстрее получился результат, как вообще делается работа, сколько времени она делается. Интересные какие-то случаи жизни, как выполняется работа, сколько времени делается, сколько времени я трачу на это. Также расскажу какие-то случаи своей практики. Вот. Значит, в данном случае, значит, к сожалению, эфир у меня, прямой эфир первый раз, поэтому вы уж извините, если я буду ошибаться и говорить что-то не так, потому что я, в принципе, стесняюсь камеры достаточно. Вот. Большинство людей ко мне приходят по поводу приворота. Вернуть своего любимого человека, вернуть свою любовь, вернуть отношения утраченные. Большинство людей думают, что это просто какая-то волшебная палочка. Они придут, потратят деньги и получат результат. Да и большинство в сети людей пропагандируют то, что ну, приди, заплати там день, два, три, и ты получишь свой результат. Но это не так. Я не волшебная палочка. В каждой работе все зависит от человека. От того человека, с которым я буду работать, от того, какая ситуация, от того, чего боится или не боится человек. Насколько бы сильно не сделала любовь, если человека избивали, унижали, очень плохо к нему обходились, возврат этого человека может происходить до полугода, до года. То есть страх – это одно из сильных чувств, которое очень тяжело вытащить из человека. И многие мужчины избивают своих женщин, унижают, делают все, чтобы убить чувства. Ну и потом приходит ко мне как волшебная палочка, что помоги мне, пожалуйста, вернуть любимого человека. В 50% случаев я не берусь.
Потому что изначально это достаточно сложно, когда у человека сильный страх вернуть человека. Моя работа примерно длится, то есть сама работа делается примерно 7-14 дней. Все зависит от того, какая ситуация, как давно были отношения, какие были отношения, почему разошлись, как давно разошлись, были ли интимные отношения вообще в принципе. Потому что часто бывает, люди приходят, не понравилась девушка или не понравился мужчина, какой-то фантастический, странный мужчина, которого они увидели случайно или увидели в Инстаграме сейчас очень. За такие случаи я просто не берусь. Когда не было сексуальной связи, почти невозможно, когда никакой связи не было, почти невозможно приворожить. Вот. Были у меня очень интересные случаи, когда я делал приворот. Ну, это в начале моей карьеры, когда я только начинал, мне было 21-22 года, когда девушки, так называемого легкого поведения, привораживали взрослых мужчин, ну, рассказывали, что это любовь, вот, и привораживали мужчин для того, чтобы получить финансы, не получить человека, любовь его, а получить финансы и потом обмануть и кинуть. И вот в один прекрасный день ко мне записалась женщина на прием. Я ее принял, сделал приворот, не разбираясь вообще в ситуации, не разбираясь, кто он, не понимаю вообще. Ну, я был очень молодой тогда, не понимал смысл. Ну, то есть, что приворот делается на всю жизнь, да, и надо смотреть на человека, надо понимать вообще, есть смысл это делать или нет. Или человек просто будет издеваться, или в качестве мести, или как-то использовать. Эта девушка сделала приворот и пропала. Буквально прошел года полтора. Эта девушка приходила со своей подругой ко мне на работу. Вот. И буквально через полтора года ко мне врываются люди в масках, не буду говорить, из каких органов, пристегивают меня к батарее, и мужчина мне начинает рассказывать: ты знаешь вот эту девушку? Я, естественно, прошло полтора года, я даже ее не помню, я был очень молодой. Вот. Не знаю. Он говорит: а ты вот меня привораживал. Ну, в итоге закончилось тем, что человек рассказал, что она его приворожила. Он просто гулял с ней, по факту у него была жена, ребенок, он достаточно взрослый человек был. Она его приворожила, воспользовалась им, забрала все деньги, на себя переписала квартиры, послала куда подальше, вот, а он мучился. Он в итоге настолько мучился, что он врезался в стену дома. Кое-как он выжил. И ее подружка, которая с ним общалась, пожалела его и рассказала про меня. И вот он решил мне отомстить. Ну, мы в итоге помирились, но я хорошо получил. Хороший урок получил. После этого я уже задумывался о том, кого, кому и зачем привораживать. Более того, это большая ответственность не только ваша, и моя в том числе. Вот. Значит, сама работа делается по-разному. Все зависит от человека, от самой ситуации. Если это достаточно простые отношения, которые просто из-за недопонимания людей, из-за каких-то небольших скандалов, результат может быть там, в течение 3-4 недель. Если какие-то сложные случаи, бывает, доходит до 3-4 месяцев результат человек получает. Вот. Что еще могу вам рассказать интересного? Ну, у нас есть вопросы. Приворот может причинить вред тому, кто заказывает? Значит, все зависит от того, значит, если это ваша жена или это ваш муж, то он не может, то есть законы. По законам, если вы хоть своего мужа или свою жену привораживаете, то она не причинит никакого вреда.
Если вы привораживаете любимого какого-то человека, у которого нету мужа, нету жены, тоже никакого. Если вы чужую жену или чужого мужа, то какие-то последствия могут быть. Какие еще у вас вопросы? Задавайте вопросы в чат. Мы с вами сегодня онлайн, в прямом эфире, так что вы можете задать любой вопрос, мы постараемся на него максимально полно ответить. Многие меня спрашивали, где я научился и как я вообще начал заниматься магией. Магией Вуду я занимаюсь 16-17 лет, точнее, если быть точным, черной магией я занимаюсь 16-17 лет, именно принимаю клиентов, а магией Вуду с 20-21 года. Черной магией у меня занималась мать, она меня обучала. Вот. После этого мне было просто интересное направление. Я ездил на Кубу, изучал магию, ездил в Доминиканскую республику, изучал Паламонте, Сантерию, такие направления. Также был на Гаити. Про куклу Вуду можно спросить, как с ней надо обращаться. Значит, осторожно обращаться. Куклу Вуду, кто-то называет это Вольт, ну как бы никто это не называет, это у нас почему-то такое, кто-то придумал такое название, это на самом деле она везде называется куклой, в испанской культуре она всегда называлась доll, Вуду доll. Вольт это русское название, которое придумали, не знаю, для пиара или еще для чего-то. Кукла, сама кукла изготовляется в личное время. В нее вселяется дух. Сначала в нее вселяется, потом в человека. По факту это продолжение этого человека, ту куклу, которую ты делаешь. То есть сломать, если ты правильно все сделал, ну, ты можешь сломать кукле ногу, руку, и у человека в течение недели-двух он может попасть в аварию, и сломается эта конечность, повредится сильно. Также может через куклу убить. То есть по факту кукла становится продолжением человека. Также она используется для защиты человека. То есть совершенно разные назначения у куклы могут быть. Обязательно личные вещи человека для изготовления куклы. Вообще личные вещи для изготовления куклы, ну, Вуду требуются. Но в нашем мире это редкость, что есть волосы, есть какие-то личные вещи, из которых можно что-то извлечь. Я в основном использую, то есть мало кто может предоставить личные вещи человека, к сожалению. Процентов 20-30 случаев предоставляют, в 70% я использую фотографии, число, месяц, год рождения, что это очень важно. Я вас слушаю. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, да. Ну, часто еще спрашивают, ну, задают вопрос по поводу того, девичья фамилия или фамилия была изменена, там вышел замуж, какая актуальна, какая для... Изначально девичьи фамилии используются. Так, про куклу можно. Так, что происходит с человеком, который приворожил, может ли он узнать, что его приворожили? Ну, дело в том, что в реалии людей, которых действительно всю жизнь этим занимались, действительно понимают, что они делают, не так много. Всегда есть человек, который может ради денег сказать, что тебя приворожили. Да, ну как бы сам человек не поймет. Он будет чувствовать сильные чувства, любовь, привязанность. Он будет очень сильно привязан к этому человеку. Поэтому нет, так он не поймет. Это будет просто сильная любовь. Скажем так, сходив к человеку, ну, если он поедет в Гаити, Доминиканскую республику или на Кубу, конечно, они определят,
что что-то сделано. Расстояние играет значение на работу, если я далеко нахожусь. Значит, расстояние, если я работаю, расстояние большого значения не имеет, потому что я отправляю, то есть я делаю работу и отправляю куку заказчику в тот или иной город. Имеет значение расстояние. Вот вы, например, лучше всего, когда человек, которого привораживает, и человек, который привораживает, чтобы находились хотя бы в одном пространстве, там, в пределах там, одного города, так быстрее. Если они находятся друг от друга далеко, то это усложняется, просто это дольше результаты получить. Потому что человек, которого приворожили, лишний раз не может вас увидеть, услышать, только может написать. Это усложняется, вот и все. Вы где-то обучались магии Вуду? Да, я обучался, у меня были учителя. Сантерии я обучался на Кубе. Вот. Паламонты я изучал на Гаити. Также людей, которые меня обучали, с Кубы я привозил сюда, мы вместе работали в России. К сожалению, они долго не могут здесь находиться, не больше 3 месяцев. Но они приезжают периодически, каждые 3 месяца, мои учителя. Самый долгий срок получения результата, который был в вашей практике? Все зависит от ситуации. Самый долгий год. Были случаи, с которыми я год работал. Все же зависит от многих факторов при работе. То есть, если человек, с которым я работаю, мне что-то не договаривает, а все тонкости я до конца не могу знать, то есть, то бишь болезни, то есть некоторые вещи я могу просто упустить, наркомания, алкоголизм. Это притупляет эмоции, и от этого будет дольше. Опять же, если человек некоторые вещи утаил, то это будет намного дольше. Вот и все. Были вещи, были моменты, были ситуации, когда я работал год, полгода. Сейчас у меня есть случай достаточно сложный. Опять же, мне человек кое-что не договорил. Вот он год уже длится. Он не договорил про наркотики, поэтому, когда это я уже нашел, это длится почти год уже. Но если я взялся, вы один раз не платите, я работаю до результата. Здесь еще, наверное, не все понимают то, что важно там наркомания, важно изменяет человек, не изменяет. То есть, когда человек уверенно говорит, что он хочет, там, к примеру, приворот, да? Угу. Как часто бывает. Хочу приворот, там, я люблю, не могу, там, с этим человеком хочу прожить всю жизнь, там, уверенно, там, все такое. И когда задается вопрос, что изменял, были ли случаи измен, там, и так далее, человек отвечает, что типа нет, он не такой, он не изменял никогда, это невозможно, и всегда был рядом, и да вот он там работает, есть знакомые, которые там общаются с ним, там, его коллеги, там еще что-то, и человек максимально отстраняется от возможности измены, что они могли быть, могли иметь место, да, и тем самым он тебя убеждает в этом. А тебе, естественно, там просматривать всю жизнь человека. Да, как ты не можешь тратить столько времени, да, базово это даже глупо, да, изучать полностью эту жизнь человека, это надо потратить всю свою жизнь. Ты смотришь определенный момент, который важный, правильно?
Вот. И люди просто должны понимать, что если они обладают какой-то информацией, ее нужно сказать. Если они не знают или в чем-то сомневаются, об этом тоже надо сказать. То есть, если вы не знаете, употреблял ли он наркотики, к примеру, или она, есть ли какая-то алкогольная зависимость и прочее. То есть, если вы не в курсе, то лучше сказать то, что вы не в курсе, но не доказывать то, что ни в коем случае этого никогда не было и так далее. Правильно? Мгм. Потому что это может сказаться как раз на качестве результата и особенно на длительности до вот этого достижения результата. Это важно. Вот, там у нас появились новые вопросы. Ксения, спасибо за донат. Мгм. Так, можно ли привороженному человеку что-то внушить через, наверное, через куклу? В принципе, можно внушить достаточно много чего. Кукла, то есть кукла, это, чтобы вы понимали, да, это она как передает часть того человека, с которым вы работаете. Есть разные обряды, да. Есть, например, у меня люди просят выиграть суд, да, чтобы неадекватно человек себя вел. Есть у меня варианты, когда люди просто хотят защититься от магии, от той или иной. Или сделать так, чтобы человек отдал деньги или перестал пить. В каждом варианте делаются разные куклы. То есть и делаются, если вы делаете куклу на приворот, да, через нее можно внушить какие-то свои мысли, касающиеся любви, но не касающиеся «отдай мне деньги» или «верни мне что-то». Вот. Да, вы можете внушить свои мысли, внушить свое желание, например, секса какого-то, или чтобы жена не слушала тещу, или чтобы жена что-то сделала. Да, это можно сделать. Вот. Значит, можно внушить через куклу много чего. Да, ответ да. Вот. Приворот действует только на человека, которого заказали, или на заказавшего тоже. Первую неделю-две общения человек начинает чувствовать тепло второго человека в этой кукле. И какие-то вибрации, так называемые состояния, он может чувствовать. То есть в 50% случаев люди начинают чувствовать другого человека. У них бывают галлюцинации, странные сны. Бывает, они видят духов. Но это все в первые 2 недели, как они получают куклу, потом это все проходит. Больше она никак не действует на человека, который разговаривает с ней. Значит, когда делается работа, то есть я сделал куклу, сделал работу, ту или иную, которую мне заказали. Значит, это какое? Дальше я отправляю эту куклу вам. Значит, это какое? И если вы, например, заказали приворот, вы должны будете с ней просто разговаривать как со своим любимым человеком по 15-20 минут в день. Все, что вы будете говорить этой кукле, вашему любимому человеку будет сниться во сне. Через какой-то промежуток времени у человека начнутся проявляться очень сильные чувства. Любовь, привязанность, желание быть с этим человеком. Таким образом, мы возвращаем человека. Опять же, кукла, есть приворот, а есть зомбирование. Можно сделать так, чтобы человек полностью беззабвенно слушался. Ну, тогда человек потеряет себя. Он не будет тем человеком, которого вы полюбили. Поэтому на зомбирование я иду крайне редко, только в самых крайних случаях. Это самое серьезное, что можно сделать. И только в самых крайних случаях. Извиняюсь, у меня простуда. Стоимость ваших работ? В зависимости от ситуации. На самом деле,
все индивидуально к каждому случаю. Все зависит, то есть если у того человека, которого надо вернуть или приворожить, другой человек, любит, не любит, почему поссорились, сколько они вместе, полгода, год. То есть все зависит от многих факторов. Начинается работа, примерно просто приворот стоит 35 тысяч. Придет отворот где-то 55-60 тысяч. Все опять же зависит индивидуально с каждым человеком. Ты смотришь, сколько с ним работать. То есть я деньги беру один раз. То есть вы мне один раз заплатили, я должен довести работу до результата. Это значит, ну, как бы, я прекрасно понимаю, там, 3-4 месяца разделить там эту сумму на 3-4 месяца, а это общение с человеком, это какие-то действия, там, усиление или еще что-то. В эту сумму должны входить. Ну, вот, как бы так. Принимаю, вот я вижу вопрос, принимаю я в Санкт-Петербурге, ко мне можно приехать на прием. Вот. Также меня часто вызывают в разные страны, города. Также я работаю по выезду, если кому-то надо. Денис, спасибо за донат. Вы можете приехать в другой город? Вот тут спрашивают, да, я могу приехать в другой город без проблем. Ну, это отдельно оплачивается, пожалуйста. Значит, тут вопрос, что за сертификат? Я не горжусь своими сертификатами, у меня есть сертификаты Ростеста, соответствия, дипломы на мой вид деятельности. Ну, как бы, это никакого отношения к работе, я считаю, не имею. Это просто то, что я прошел, я сертифицирован там, как шаман, экстрасенс. Ну, как бы, это не больше имеет... для описания законности этих... Да. Я также ИПшник, то есть я работаю законно. Закон приходится делать все по закону. Задавайте вопросы. Вот тут вопрос, когда разговаривают с куклой, днем или ночью? В основном люди, то есть, ну, если это приворот, это в основном люди разговаривают в ночное время суток с 20 до часу. 15 минут, когда я им даю куклу, они разговаривают 2-3 недели, ну, все зависит опять же от ситуации. Разговаривают с куклой. Вот. Опять же, еще раз я, повторю, это достаточно сильная магия. Делать просто от того, чтобы делать, нет смысла никакого. Чтобы потом вы испортите себе жизнь и человеку. Данная работа делается на всю жизнь. Если у нас все получилось, а это больше процент, что у нас получится с вами все, вы приворожили человека на всю жизнь, и вы отвечаете за него. Отвечаете полностью. Это не временное какое-то решение, через 10-20 лет вы не можете бросить, вы отвечаете за этого человека. И, как правило, навряд ли кто-то может снять, и я смогу сам снять эту работу. Поэтому перед тем, как что-либо делать, надо хорошенько подумать, нужно оно вам или нет. Вот. В моей практике было очень много случаев, совершенно, то есть за свою громадную практику я принял громадное количество людей, как нетрадиционной ориентации, так и нормальные пары работал, так и совсем очень странных случаях работал. Значит, выполняю я работу, то есть примерно одна работа у меня, возьмем обычный приворот, она занимает у меня 7 дней, это в течение 7 дней по часу-полтора в день на человека уходит. Даже бывает 20 минут, от 20 до полутора часов в день на одну работу у меня уходит. В течение 7-10 дней, подумайте. Еще раз, много раз вас, объясню, что подумайте 10 раз перед тем, как делать ту или иную работу. Это магия, обратно ничего не вернуть. Есть последствия, что если вы приворожили человека и его бросили, то тогда есть последствия. Что такое? Вот пришел вопрос, расскажите про узду. Это такая вещь для женщин, для мужчин делается. Но не секрет, что в нашем
обществе люди живут вместе, может, даже любят, но одна из пар, мужчина или женщина, гуляет налево. Ну, как бы вроде так все в порядке, отношения есть, люди живут вместе, а мужчина гуляет или женщина гуляет. Для этого делают узду. Кто-то называет это гильет. Ну, это на самом деле всем обрядам есть простые, совершенно простые названия. Все эти вот сложные названия придумали для пиара, может, какой-нибудь. Узда — это когда у мужчины стоит только на одну женщину, и на других женщин у него просто не стоит член. На женщину это делается так, что она не может просто с другим мужчиной заниматься сексом, ей просто очень больно. Она может заниматься только с одним мужчиной сексом. Вот что такое узда. Значит, узда делается в течение 1,5 недель. Все зависит, опять же, от человека. 1,5 недель. Это делается маленькая кукла. Сейчас у меня нету. Вот, она высылается, и с ней еще надо несколько дней разговаривать. И после этого человек у него просто не стоит. У мужчины просто не стоит, а мужчине очень больно. Больно до того, что она не может заниматься сексом. Может только с одним партнером. Женщина. Ну, и я напоминаю вам, друзья... Вот это вопрос странный. А если сделать узду на одну женщину, стоит лучше или так же? Стоит так же. Стоит так же. Смешной вопрос. Стоит так же. Вот. Значит, задавайте вопросы. Нет, я хотел обратиться к зрителям, к нашим, и напомнить про то, что оставайтесь с нами. Мы сегодня разыгрываем очень интересный приз, который будет в конце озвучен, и озвучены условия, как его можно получить. Вот пришел вопрос. Привороженный человек может ходить налево. Значит, привороженный человек не может. То есть он может пойти налево, но у него ничего не получится. То есть у него просто не встанет член. Если он будет пить таблетки, то это по нарастающей. То есть он выпьет таблетки, у него встанет. И раз на 6-7 и таблетки уже никак не будут реагировать. У женщины просто ей будет больно, когда мужчина будет входить, и ее будет просто блевать. Ну вот и все. Значит, многие сейчас еще спрашивали про заговор на деньги. Вот сказать поподробнее, что это такое, как он делается. Значит, заговор на деньги – это такая вещь, она делается всего 3 раза в жизни. Один заговор делается на 5 лет. Значит, она увеличивает возможность заработать и увеличивает шансы заработать, дает вам удачу в делах и в работе. Ну, вот именно сейчас, в наш период тяжелый, когда был коронавирус, ко мне очень много людей обращались. Я очень многим таким образом спасал, помогал вылезти из этой ситуации. То есть, грубо говоря, человек, который что-то делает, не просто сидит на одной какой-то работе, где у него ни халтуры, ничего нету, делать заговор на деньги нет никакого смысла, если он не двигается, не пытается ничего в жизни сделать. То есть, что я ему сделаю, что я учительнице сделаю заговор на деньги, что не сделаю, она делать ничего не будет. Она будет ходить только на свою работу, и этот заговор ей никак не поможет. Но если вы человек бизнеса, и у вас просто тяжелый период, или все валится с рук, не идет работа, то тогда это имеет смысл. У вас будет удача во всех делах, которые вы делаете. И это спасет ваш бизнес, если вы работаете. Опять же, тот человек, который что-то делает, он, например, ищет работу и постоянно ищет, что-то пытается сделать, он, естественно, найдет хорошую работу, и ему будет нормально платить, и эта работа будет для него удачной. То есть на опыте
заговор на деньги помогает увеличить раза в 2, если человек, опять же, что-то делает, а не просто сидит на месте, раза в 2 его, а то и в 3, раза в 2 или в 3 его финансовый достаток. Вот, скажем так. Смешной вопрос. Самому можно сделать заговор на деньги, денежные деревья помогают. Денежные деревья, они, это комнатные растения, они просто как амулет. Не амулет, а как это, амулет, вот, который не имеет значения. Есть вещи, которые дают нам просто, ну, как плацебо. Талисман. Талисман, да, плацебо. Кажется, что что-то дает, но на самом деле ничего не дает. Значит, в моем случае очень... Ну, и вот тут спрашивают, какие очень интересные случаи были в моей практике по поводу приворота. Значит, это какого? Сейчас на своей памяти я пытаюсь вот сейчас вспомнить одно из последних. Это когда, значит, мужчина, у которого вообще в принципе секса никогда не было, ему уже лет 30, по переписке познакомился с девушкой. Вот. Симпатичной девушкой, мужчина не очень, ну как совсем не очень. Вот. Ну, я сразу, он пришел сделать приворот. Девушка просто с ним переписывалась, видно, и она перестала с ним переписываться. Вот. А у мужчины за 30 лет ни разу в жизни не было секса. Ну, я ему сказал, что ну, привораживать я ее не буду, а сделаю просто временную привязку, чтобы началось общение, чтобы начались какие-то отношения. Вот. И я этому мужчине сделал эту привязку на эту девушку. Привязка, есть такие вещи, привязки, она делается на год, на полтора. Она просто дает интерес к этому человеку, не более того. Вот. И этот, ну, представьте, мужчина, у него за 30 лет, он работает в обыкновенном магазине, пятерочка. Вот. У него никогда не было сексуальных отношений, он боится женщин. Она начала с ним общаться. Вот. Более того, у него еще аллергия на алкоголь, как выяснилось потом. Вот. Он едет в какой-то сибирский город, она приглашает его к себе в гости, ну, видать, к чему-то она его приглашает к себе в гости, он приезжает на вокзал, вместе они едут к ней, покупают алкоголь, вместе они едут к ней домой. Он думает, что сейчас, если он не выпьет, ну, как бы первая встреча, если он не выпьет, значит, это как его, ну, он не такой, как все будет. Вот. Он выпивает с ней алкоголь, идет в туалет, краснеет, у него начинаются судороги, у него идет пена, он чуть ли не умирает. Но это есть вот такая реакция, как казалось. С туалета падает на дверь, дверь открывается, он чуть ли не умирает, с него пена течет. Девушка выбегает, уже почти голая причем, выбегает, смотрит на него в шоке, а у него глаза на выкате, он весь красный, его трясет, у него изо рта пена идет. Она решила, что это наркоман. Вот. Ну и, естественно, она кое-как его откачала. Она подумала, что это какой-то сумасшедший наркоман. И в этот же вечер она ему постелила рядом, вместо того, чтобы вместе с ним провести ночь. И на следующее утро сказала, что ко мне приезжает мама, тебе надо уехать. Ну, я смеялся долго, после этого мужчина приехал ко мне, вот, очень просил, чтобы я его приворожил эту девушку, но я отказался. Вот такие смешные были у меня случаи. Вот. Часто бывают люди, привораживая, начинают, получив то, что они хотели, они начинают пользоваться
просто пользоваться человеком, даже своим мужем, они начинают просто им управлять. Ну, изначально я считаю это неправильно. Если вы хотите гармоничных отношений, нормальных, счастливых отношений, то надо просто любить и быть любимым, вот и все, а не пытаться пользоваться человеком и тем, что я сделал. Можно ли обучиться магии? Ну, прежде всего, должен быть дар, большое желание, ну, а потом уже, если у вас есть дар, ну, как бы, наверное, можно. Желательно дар, который передали родственники, родные, близкие. Если есть желание учиться, это учеба со всю твою жизнь. То есть ты всю жизнь свою чему-то учишься, чему-то новому, потому что направлений в магии очень много. Ты учишься их смешивать, учишься делать те или иные вещи, чувствовать духов, разговаривать с ними. Можете еще историю рассказать, очень интересно. Денис, прошу вас. Ну вот у меня недавно была история у моего друга, достаточно интересная. Вот. Значит, это какого... Ко мне в свое время обратился человек. Вот. И часто происходит так, что ко мне люди обращаются, я их отвожу от их, лишь когда я чувствую, что это неправильно, что они делают какие-то неправильные вещи, я их отвожу от того, к чему они пришли. Вот. И в какой-то момент переключаю в другую степь, и у них меняется жизнь в нужном, не в нужном мне, а как бы более правильном направлении. Вот. Значит, это какого. И так я достаточно часто делаю, то есть я не навязываю человеку, что надо делать то или надо делать это. Вы должны прежде всего сами понимать, что надо делать. И хорошо понимать, что вы делаете это на всю жизнь. По факту жизнь длинная штука, а с тем решением, которое вы приняли, вам придется жить. Вот. Был у меня друг один, давно уже, года лет 5 или 6 назад. Он пришел и говорит, это какое? Вот я пробыл 2 или 3 месяца с девушкой, вот верни мне, пожалуйста, эту девушку, или я пипец, как ее люблю. Вот. Пока суть до дела, я понимаю, что девушка там, проститутка такая, конкретная. Вот. Я вместо того, чтобы вернуть девушку, делаю ему заговор на удачу. И заговор на привлечение другой девушки. Пока мы с ней возились, я встретил другую девушку, и сейчас уже женат давно. Вот. Что еще вы хотели узнать? Человек. Спрашивай. Раз пока вопросов нету, тогда я предлагаю начать рассказывать нашим зрителям о том, какие условия конкурса. Конкурс на получение приза следующий. Во-первых, по поводу приза, это мы озвучим в конце. Он стоящий и очень интересный. И пригодится каждому. Мы специально выбирали, что это будет такое. Данная вещь, данная работа, которая будет сделана абсолютно бесплатно для человека, который выполнит все условия, будет выполнена абсолютно бесплатно, и условия простые. Условия следующие. Во-первых, нужно оставаться с нами, и в самом конце мы обо всем расскажем. Там появился вопрос, поэтому прервемся. Да. Если в роду у человека, который хочет приворожить, была бабушка, если в роду у человека, который хочет приворожить, была бабушка-колдунья,
по-черному это как-то повлияет на приворот? Нет, это никак не повлияет на приворот. Вообще, в принципе, никак не повлияет. Ну, почему это должно повлиять? Может повлиять. Что может повлиять на приворот? Первое, значит, это может быть защита, может повлиять, если у человека есть защита, на которую вы хотите приворожить. Ну, таких там, ну, очень мало, там 2-3%. Значит, это какого? Следующее, может повлиять, если вы этого человека избивали, и, грубо говоря, садировали, и он вас боится. Все остальное. И очень важный еще момент, главное, чтобы у вас были интимные отношения, хотя бы раз. Если у вас не было интимных отношений, то это бессмысленная работа. Ну, здесь большое значение же еще имеет, когда эти отношения интимные. Да, потому что если это было 10 лет назад, то да, тогда тоже рассчитывается на что-то да, глупо. глупо. Вот, мы прервались по поводу условий. Условие следующее. Нужно будет поставить этому видео лайк, написать любой комментарий, подписаться на канал, обязательно поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, новые прямые эфиры в том числе. Прямые эфиры теперь мы будем проводить каждую пятницу в 9 вечера. Вот. Если будут какие-то изменения, то мы будем об этом, соответственно, сообщать. Вот. Но базово еженедельно в пятницу в 9 вечера мы будем проводить прямой эфир. И каждую следующую пятницу будем разыгрывать победителя в прямом эфире. Победителя мы будем выбирать по следующим критериям. То есть человек подписан на канал, на этот. Человек поставил лайк этому видео, написал любой комментарий к этому видео и сделал репост в соцсети. Это ВК, ВКонтакте или Facebook. Может сделать и там, и там. Это по желанию. Вот. Таким образом мы составим список тех, кто участвует и соответствует этим требованиям. Так как на данном этапе нас смотрят не такое большое количество человек, то среди этого числа рандомайзером мы в онлайн-режиме, вы будете все видеть, мы проведем розыгрыш, и человек получит заговор на деньги совершенно бесплатно, который действует в течение 5 лет после того, как выполняется данная работа. Данная работа будет выполняться индивидуально на победителя, либо на человека, которого выберет победитель. Если он кому-то хочет подарить данную работу, и она ему не требуется, если у него и так все хорошо в этом плане. Значит, тут поступил вопрос, а вы колдуете для себя, вас, наверное, боятся друзья. Значит, в жизни я очень добрый, отзывчивый, интересный человек. Друзья меня не боятся. В жизни я колдовал один раз в жизни. Это моя первая жена. Значит, это какого... Но есть законы, по которым я не имею права на себя ничего делать. Сделав на себя что-либо, я получаю в 2-3 раза больше отдачу. И это будет гораздо хуже, чем... Лучше бы я разорвал, скажем, отношения или что-то плохое сделал. По факту, один раз я это делал, за это поплатился очень сильно. Я пробыл в больнице после этого достаточно долго, почти год. Я был в коме, потом год вставал на ноги. Вот. Грубо говоря, мне это обошлось достаточно дорого, и после этого я все равно разошелся со своей женой. Поэтому после этого, то есть есть негласные законы, по которым я ничего не могу на себя делать, не могу делать на своих близких, дабы не уподобиться Богу и богам. Значит, как часто влюбляются девушки, клиентки у вас?
Было такое, да, такое встречается достаточно часто. В меня часто влюбляются клиентки. Значит, более того, у меня вторая жена, вторая жена, с которой я тоже разошелся, была моей клиенткой. Но, как опыт показал, лучше не встречаться со своими клиентками. Так что вот так вот. Есть еще вопросы? Сапожник без сапог. Да, сапожник без Слова. сапог. Да, я ничего не могу сделать на себя. Вот. И с клиентками они часто влюбляются. Я не любвеобильный мужчина, но вот так получилось, что один раз в жизни мне получилось с моей клиенткой быть достаточно близким и даже иметь от нее ребенка. Она пришла за мужем, а ушла со мной. Ну, в итоге все равно это ничем хорошим не закончилось. Есть у вас еще вопросы? Я вас слушаю. Да, я напоминаю вам то, что вы можете писать в чате. Если кто-то это еще не увидел, то здесь идет бурная переписка, задают вопросы. Мы на все вопросы стараемся ответить. А вот тут вопрос. Привороженный человек может ли ходить налево? Все зависит... Именно привороженный человек может, наверное, ходить налево. Все зависит от... То есть он может сильно любить, все зависит от внутреннего. То есть если для него это нормально, если ему есть такая болезнь у женщин и у мужчин, то в каких-то случаях он может. Но в 90% случаев, в 80-90% обычно налево не ходит, когда приворот. Приворот – это что? Когда человек очень сильно любит, когда он не может быть без этого человека. Но в некоторых случаях, да, такое иногда случается. Поэтому некоторые люди заказывают приворот и узду, чтобы 100% никуда не гуляло. Ну и здесь, наверное, все-таки имеет значение тот факт, то, что человек, если привык изменять, то и вероятность, то, что он изменит, она все-таки намного выше. А если человек до этого был уверен всегда, да, и вот этот разрыв, он не связан с изменой, а просто, человек по-честному закончил там отношения, как ему кажется, да, и ушел. И от того человека, который пришел заказать, допустим, приворот. Правильно? Вот, и он, допустим, пришел заказать приворот, его получает, но человек до этого не изменял, и поэтому, смысла особого, может, и не имеет делать узду, как-то его излишне ограничивать, потому что он и так изменять не будет, у него объект любви – это заказчик приворота. Вот я тут нашел вопрос, на который мы не ответили. Во-первых, про куку мы отвечали, можно спросить, как с ней надо обращаться. Да, мы на этот вопрос отвечали. Так. Здесь надо сказать, не сказали про аккуратность. Да, надо аккуратно, надо ее не сломать. Значит, это какое? Кукла, в принципе, ментально передает полностью человека. То есть, по факту, бывают такие случаи, когда заказчик, прожив 2 или 3 года с человеком, хотя я делаю очень их, то есть они делаются, то есть их сломать надо постараться. Но бывает нога ломается, рука. И надо предупредить, чтобы я быстренько переделал работу, чтобы у человека не сломалась рука или нога, то есть чтобы он не попал в аварию или еще что-нибудь, не случилось с этой конечностью что-нибудь. Поэтому, такое бывает. Не часто, но бывает. Поэтому надо просто аккуратно с ней обращаться, вот и все. Значит, так, я уже подписан давно, посмотрел все ваши видео. Можно больше видео, информации выкладывать на канал. Очень интересные видео. Да, конечно, мы сейчас будем очень много выкладывать на канал. Я буду больше открываться для публики. Для меня это неестественно разговаривать, я стесняюсь.
Вот. Ну, потихоньку научусь с вами разговаривать, и вы узнаете больше интересного про меня и про мою работу, и про то, как я работаю. Вот и все. Да, конечно, мы будем очень много выкладывать видео. Также мы будем проводить и дальше прямые эфиры, потому что так мы ближе к вам, и независимо от того, где вы находитесь. Вы можете задавать свои вопросы. Я на любой, в принципе, вопрос отвечу прямо и честно. То есть не стесняйтесь. Возможно ли найти угольную машину с помощью магии? Да, возможно. Я периодически работаю. То есть не часто я беру такие, потому что сложная достаточно работа и стоит недешево. Вот. Да, возможно. Я этим занимаюсь иногда. Иногда просят. Чаще всего не машину просят, потому что машина это кусок металла, чаще человека просят найти. Вот людьми, да. Я занимаюсь. Найти угонщика, да, возможно, найти угонщика, скорее всего. Но опять же, возможно, скорее всего. Значит, есть ли у вас еще... Кто еще, какие вопросы у вас еще есть? С помощью магии можно убить человека. Да, это правда, и с помощью магии можно убить человека. Потому что подумайте, зачем это надо брать на свою совесть убийство человека. То есть это же жизнь. Если вы считаете, что жизнь стоит чего-то, денег или еще чего-то, это ваша совесть, вам за это отвечать. Какие у вас еще будут вопросы? Я вас слушаю. Приворот узда, тут поступил вопрос, сколько будет стоить приворот узда? Значит, приворот 35 тысяч, узда в районе 30 тысяч. Все время где-то 65 тысяч работа будет стоить. А вы можете поподробнее рассказать ситуацию, что вы хотите и с кем сделать? Поподробнее рассказать, мы тут вкратце это зачитаем. Все равно у вас обезличенный аккаунт. И почему решили это сделать? Я вам объясню, стоит, не стоит, и почему, да как. Я вас слушаю. Есть еще какие вопросы? Для тех, кто впервые смотрит канал, возможно, такие среди вас сейчас есть, на канале множество видео. Вы можете выбрать что-то для себя, посмотреть. Если вам понравится, смотрите дальше, потому что есть разбивка по плейлистам. Там вы можете найти различные ответы на часто задаваемые вопросы, разобраться в том, что на самом деле является магическим воздействием, что нет. И так как в интернете огромное количество лохотронов, разводов, мошенников и так далее, то вы можете смело попасть на них. А чтобы этого не было, вы можете ознакомиться с видео, которое мы уже записали для вас. В любом случае, оно ни к чему вас не принуждает, оно больше вас ограждает от того, куда вы можете попасть и потерять свои деньги, здоровье, время. Значит, вот тут пришел вопрос. Значит, работаю ли я... Нет. Нет, это не то. Ну, а тем временем мы уже практически час в эфире. Будем заканчивать. Да. Да. Сегодня будет выполнена еще работа, которая называется «Отворот». Заказчица ждет от нас выполнение работы, да. Поэтому мы будем заканчивать наш прямой эфир. Надеемся, что он вам понравился, был полезным, вы получили какие-то ответы на те вопросы, которые у вас возникли в процессе просмотра. Вот появился еще последний вопрос. Работали ли с нетрадиционными ориентациями?
Да, Денис, я работаю с нетрадиционными ориентациями уже очень давно. Ну, как бы для меня не имеет никакого значения, какой ориентации человек любит и все любят и любят одинаково. Ко мне как обыкновенные люди обращаются, так и люди с нетрадиционной ориентацией. Ну, достаточно часто. У меня большой громадный опыт работы с людьми нетрадиционной ориентации. Всего хорошего. До В следующий свидания. раз я вам расскажу более интересно, больше интересного. Я более расслаблюсь в эфире и постараюсь вам уже более что-то интересное рассказать. Всего хорошего, до свидания. Да, до свидания. Будем улучшать контент, будем улучшать качество картинки, стараться для вас сделать что-то интересное, полезное. Ну, а вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе следующих видео и новых выпусков. Также не забывайте то, что условия конкурса были озвучены. Для этого нужно посмотреть еще раз видео, если вы забыли. И тогда вы сможете поучаствовать и получить этот ценный приз. Стоимость данной работы $900. Так, на секундочку. Так что есть смысл. Каждую неделю будет разыграна подобная работа. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Пока. Пока.